Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня предложить вашему вниманию вот такие вот цепочки. Все 4 варианта сплетены, в общем-то, по одной и той же схеме. И, в принципе, у меня в голове сидит еще и 5-й вариант, можно было бы сделать. Но на сегодня достаточно и 4. Цепочки получились, смотрите, идеально подходящими для того, чтобы повесить на них кулончик. Они очень хорошо держат форму, при всем при том, что они сплетены на нитке, они являются такими вот ровными и хорошими цепочками. Плетение этих цепочек отличается всего лишь одним движением, будем говорить так. Ну, посмотрите, насколько они получились разными. Эта цепочка такая более массивная, тут более изящная, ну и, соответственно, с камушками то же самое. Я сегодня вам покажу все 4 варианта. Я использовала вот такие вот кристаллики 2 на 3 миллиметра. И цепочки сплетены из бисера. Вот, 18 549. Ну, мы из этого бисера уже очень много с вами плели. Как я сказала, я плела на нитке в 2 сложения. Сегодня мы с вами будем делать из более крупного бисера. И будем делать это на мононити черного цвета. И кристаллы я взяла уже здесь не 2 на 3, а 3 на 4 миллиметра. Ну, а это, соответственно, бисер номер 8. Итак, все цепочки начинаются абсолютно одинаково. Мы набираем 4 бисерины. Подтягиваем их к концу нашей ниточки. И проходим в 2 бисеринки с обратной стороны. Вот так. В 2 бисеринки, которые ближе к хвостику, проходим. Вот так. И складываем их пополам. Вот у нас что с вами получается. Теперь если вы будете делать стопорную бисеринку, то на это можно оставить. Ну, а я делала вот так. Я подходила к нашему кончику и завязывала узелочек. Ну и вот, теперь мы должны пройти в 2 бисеринки. И самая простая наша цепочка. Мы набираем теперь, смотрите, 1, 2, 3, 4. Набираем 4 бисерины. И заходим с обратной стороны в эти 2 бисерины, из которых у нас выходит нитка. Вот так. И подтягиваем. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем, вот у нас нитка выходит, и проходим в 3 бисерины, которые мы только что с вами набрали. Вот так. Из того места, где ниточка выходит. И заходим в 3 бисерины. И дальше наша цепочка будет плестись все время по одной и той же схеме. Вот у нас что с вами получилось, видите? Мы каждый раз будем набирать 4 бисерины. Заходить. Вот смотрите, ниточка выходит вот из этой бисериночки. Мы заходим вот так в 2. То есть у нас здесь 4 стоит, а мы заходим в 2. Подтягиваем. И проходим с вами вот в эти 3 бисерины. Вот ниточка выходит, по ходу мы проходим в 3 бисеринки. То есть набираем 4, проходим в 3. Хорошенечко подтянули. И набираем опять 4. 1, 2, 3, 4. И опять мы, смотрите, заходим вот в эти 2. Вот ниточка выходит у нас. Мы заходим вот в эти 2 бисериночки. И таким образом плетем до самого конца. Цепочка плетется очень быстро, очень просто. И получается вот такой вот результат. Вот он наш результат, видите? То есть мы набираем каждый раз 4 бисерины. 1, 2, 3, 4. Заходим в 2. Вот нитка выходит. Заходим в 2. И возвращаемся по 3.
Вот и вся наша премудрость. Теперь смотрите, мы будем плести вот такую вот цепочку. Она как будто бы немножко похожа на ту, которую мы с вами только что делали, но она немножечко более изящная. В чем ее изящество, вы сейчас увидите. Вот смотрите, вот выходит наша ниточка. Как я сказала, начинается все так же само, как и здесь. Вот наша ниточка выходит, и что мы делаем? Мы набираем сейчас раз и два, всего 2 бисеринки. И заходим вот в эти 2, как мы заходили, вот так. И проходим в эти 2. Теперь набираем 4 бисерины. Раз, раз, 2, 3, 4. И проходим с обратной стороны вот в эти 2. И как в прошлый раз делаем то же самое, проходим по 3. По 3 прошли. И следующий наш набор мы набираем не 4, а набираем 2. То есть мы через раз набираем 2, 4, 2, 4. Вот, набрали 2 и прошли в них. Теперь набираем опять 4. Раз, 2, 3, 4. И проходим с обратной стороны в 2. Все то же самое, только через раз набираем. Один раз набираем 2 бисерины, второй раз набираем 4 бисерины. И вот у нас что с вами получается, смотрите. Та же самая цепочка, только уже, видите, у нее вот здесь эти вот колечки соединяются между собой вот такими вот тоненькими перемычками. И получается уже совсем вроде бы другая цепочка, видите? Давайте еще одно сделаем колечко. Набрали 2, прошли в них с обратной стороны, набрали 4. Раз, 2, 3, 4. И зашли с обратной стороны в эти 2 бисериночки. И прошли по 3. Теперь давайте с кристаллами. Вот первая цепочка с кристаллами. Значит, что мы с вами делаем? Мы набираем одну бисеринку, один кристалл и одну бисеринку. И проходим так же, как мы заходили с обратной стороны, в эти 2 бисерины. И проходим здесь, смотрите, по бисерине и кристаллу. И набираем 4 бисерины. Раз, 2, 3, 4. И заходим только в кристалл. Вот так. И как в предыдущий раз мы проходим по 3 бисериночкам. Раз, 2, 3. Опять набираем бисерина, кристалл, бисеринка. Заходим в 2 бисерины с обратной стороны. И проходим бисерина и кристалл. Набираем 4 бисерины. То есть здесь у нас с вами вот этот кристалл выполняет роль 2 бисерин. То есть мы набираем один раз бисерина, кристалл, бисерина. Второй раз набираем 4 бисерины. Заходим с обратной стороны в кристалл. И по 3 бисериночкам проходим. То есть мы плетем так же, как плели вот здесь в самом начале. Мы набираем каждый раз бисериночка, кристалл, бисериночка. Заходим с обратной стороны вот в эти 2 бисерины. И проходим в бисеринку и кристалл. И набираем 4 бисерины. Раз, 2, 3, 4. И заходим с обратной стороны в кристалл. То есть повторяем то, что мы делали
с вами в плетении вот этой самой первой цепочки, только вместо 2 бисерин мы набираем 1 кристалл. Оно, может быть, по высоте не совсем соответствует, но смотрите, как красиво получается. И плетется очень легко и очень быстро. Ну, а сейчас мы с вами сплетем вот такую вот цепочку. Каждая цепочка начинается одинаково. Набираем сначала 4 бисериночки. 4 бисериночки. Подтягиваем на конец нитки. И проходим, смотрите, вот в эти вот 2 бисериночки. И у нас с вами получается, как при плетении эндебели, вот мы всегда начинаем, вот такой вот квадратик. Теперь мы проходим по вот этим 2 бисеринам назад, для того, чтобы скрепить нашу нитку. Завязываем узелочек. И проходим в 2 бисерины. Вот так. И теперь мы набираем, смотрите, 1 бисеринка, 1 кристалл и еще 1 бисеринка. И проходим с обратной стороны в 2 бисеринки, вот так. И теперь мы проходим в бисеринку и кристалл. В данном случае у нас кристалл с вами заменяет 2 бисерины. Там мы набирали 4 бисерины, а здесь кристалл по размерам, ну, он может быть не совсем соответствует, но напоминает, как 2 бисерины вместе взятые. Следующий наш набор — это 1, 2, 3, 4 бисерины. И мы проходим с обратной стороны в кристалл. Вот так. И как в прошлые разы мы с вами проходим по 3 вот этим вот бисериночкам. Вот так. И теперь смотрите, в прошлой цепочке мы сразу набирали здесь бисерина, кристалл, бисерина, а в данном случае мы набираем 1, 2, 2 бисеринки. И заходим вот в эти 2 бисерины. Подтянули. И прошли во вновь набранные нам бисеринки. Вот так. И теперь опять набираем бисерина, кристалл, бисерина. И заходим с обратной стороны в эти 2 бисеринки. Вот так. Подтягиваем. И проходим в бисерину и кристалл. Теперь набираем 4 бисерины. Набираем 4 бисеринки и заходим с обратной стороны в кристалл. И проходим сразу по 3. 1, 2, 3. Вот так. И продолжаем таким образом до нужной нам длины цепочки. То есть получается, смотрите, у нас получилась цепочка чуть-чуть более изящная, чем та, которую мы с вами делали вот до сих пор. Ну вот, я разложила цепочки по, как говорится, сложности их плетения. Это первый вариант, который я показала. Это второй, это третий, это четвертый. Вот посмотрите, как они выглядят. На этом, друзья мои, я всем желаю
успехов. Пусть рукоделие приносит вам удовольствие. Всего вам доброго. До свидания.